На нашем канале сегодня покажем ступицу переднего колеса для автомобилей Hammer H3. Сегодня у нас на обзоре NTY. Это польский лицензионный производитель, отличные качества, уже неоднократно устанавливали ступицы, шаровые, салимблоки, даже датчики, прокладки, поддоны, очень много запчастей по очень отличным ценам. И сегодня у нас на обзоре ступица переднего колеса с датчиком ABS и с подшипником. Что касается ступицы колес для американских автомобилей, это и GM, и Chrysler, и Ford. В большинстве случаев, точнее в 99%, это ступица в сборе. То есть не отдельно ступичный подшипник, а ступица, шпильки, датчик ABS, все как здесь, и непосредственно сам ступичный подшипник внутри. Вот таким вот образом она вращается. Здесь же уже вставлен датчик ABS съемный, в случае чего его можно на одном винте, он держится, переставить свой оригинальный, если там все в порядке, либо ставить сразу новый. То есть по ступице колеса это ступица в сборе. Это большой плюс в плане работ и надежности, то есть нету человеческого фактора, который связан с перепрессовкой подшипника, то есть неправильно подобранный, криво достали, криво поставили и, собственно, получили опять гудящую ступицу плюс кучу потраченных зазря денег. Ну а что касается удобства, то старая ступица просто снимается. Старую ступицу вы сняли, новую ступицу поставили, то есть минимальное влияние человеческого фактора. Называется крупноузловой ремонт. Старую ступицу убираете, ставите целиком новую ступицу, даже с новыми шпильками, с датчиком ABS, и получаете на 100% рабочий целый узел. А что касается больших автомобилей, то здесь детали, как только начался минимальный износ, мгновенно наступает вторая стадия быстрого износа, и гудящая ступица очень быстро превращается в заклинившую. Если легковой автомобиль, какие-то небольшие седаны, они там будут гудеть, потом гудеть сильнее, потом когда-нибудь она заклинит, то большие автомобили, хаммеры, кадиллаки, минивены, там, джипы и так далее, они вот это вот не очень не любят, то есть малейший гул, и там буквально неделя, и ступица клинит. То есть очень большие нагрузки, большие скорости, не всегда легкие условия эксплуатации, все это приводит к тому, что узел мгновенно изнашивается. Если появился какой-то небольшой вот зазор или износ самого подшипника, то вес и условия эксплуатации делают свое дело, добивают эту ступицу достаточно быстро. Поэтому услышали гул, однозначно тянуть не стоит, на диагностику надо определить, там сзади или спереди гудит, ну и соответственно левая или правая. Задняя левая, правая, передняя левая, правая не одинаковые, поэтому тут задача будет только определиться с местом установки на самом автомобиле и не затягивать, а срочно менять. Поэтому, если хотите купить такую ступицу в вашем городе или хотите узнать ее стоимость, переходите по ссылкам в описании. Спасибо за внимание, спасибо за интерес к нашим роликам. Обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал, здесь будет специальная кнопка вот в этом углу экрана. И не переключайтесь, мы показываем запчасти.